течение 2 месяцев я протестировал вот это. Плюс у меня в объеме 300-400 кубов тоже были или есть DRZ-400, серия F300L, Himalayan и Bullet. В общем, я чуть-чуть понимаю в малокубатурных адвенчерах. Одним из первых поездил на 310 GS. Если смотреть на него в вакууме, у меня нет глобальных претензий, сделан приятно. Но если начать сравнивать с одноклассниками, проявляется проклятие BMW. За последние лет 8 все мотоциклы BMW, за исключением литровой линейки, и то дукатисты поспорят, а также туреров, потому что их почти никто не выпускает, неплохие, если ничего кроме BMW не смотреть. Но за те же или меньшие деньги находятся конкуренты, которые во всем лучше. Чем больше я пробовал других малокубатурных адвенчеров, тем больше я находил лучших альтернатив, так что в этом обзоре постараюсь сэкономить вам копеечку и объяснить, что ждать от гусенка. Обзор будет построен следующим образом. Сначала буду мотоцикл ругать, расскажу о минусах, чтобы у вас никаких иллюзий не было, а в финале покажу те задачи, для которых 310 GS подходит хорошо. Возможно, это именно то, для чего лично вам нужен мотоцикл. Самое важное – понимать, что все малокубатурные мотоциклы целиком состоят из компромиссов. Не бывает в этом классе идеала на все случаи жизни. Более того, когда мы говорим конкретно о 310 GS, KTM 390 Adventure или Versys X, это не те мотоциклы, которые покупаются, например, на 5 лет. Из них очень быстро вырастаешь. Довольно быстро или перестает хватать мощности, или внедорожных возможностей, или комфорта, но с высокой вероятностью будет не хватать всего и сразу. Есть, конечно, исключения, но воспринимайте как мотоцикл на год. Ну максимум на 2, если только вы не живете в Азии или Латинской Америке, где такой кубатуры, как правило, достаточно. В Европе, Америке, России и Украине большим дядькам не советую даже как первый мотоцикл. Я же тоже был новичком. У меня была за спиной пара месяцев езды в Индии и решил в Москве купить 300-ку как первый мотоцикл. К счастью, опытный приятель уговорил, что через пару недель мне этой кубатуры будет не хватать, поэтому я сразу купил байк на 115 сил. Как видите, не разбился. Период обучения, привыкания, правда, довольно скоротечен. Сначала даже 100-кубовый мотоцикл кажется тяжелым и опасным, а через месяц уже трешь подножками в поворотах. И ладно еще невысокие субтильные юноши боятся больших мотоциклов, но когда шкафы под 2 метра пытаются лезть на такую технику, не надо. Ключевое значение в малокубатурном классе имеет цена. У покупателей 310 GS нет лишних денег, поэтому не буду разглагольствовать, что надо брать что-то из топа. Допустим, вы не любите антиквариат, поэтому не будет типичных рассуждений, что за эти же деньги можно купить БУ. Для чистоты эксперимента будем подразумевать только новых конкурентов за те же самые деньги или даже дешевле. У вас мало денег, мы в вас это ценим, поехали. Немного предыстории. Вы без меня знаете, 310-ки BMW собираются в Индии, как и любые одноклассники, либо китайские, либо тайские, либо индийские. Сначала в Индию очень успешно зашла KTM. 200-е дюки, сделанные на заводе Bajaj, разлетались как пирожки. С приходом KTM Bajaj наконец и сам перестал выпускать ломучий хлам. В Bajaj фактически ставятся те же моторы, плюс KTM привнесла европейские нормы контроля качества. Эту версию знают все. В реальности KTM в середине 2000-х сидела в долгах, гигантский индийский холдинг Bajaj чуть ли не спас марку, сначала выкупив 14,5% акций KTM, впоследствии нарастив свою долю до 48%. KTM вышел на рынок Индии только через 5 лет после инвестирования. Версия с белыми людьми, эксплуатирующими неграмотных аборигенов, как принято считать, маленько рассыпается. В BMW тоже захотели кусок гигантского индийского пирога и начали обкашливать вопросы с TVS. TVS — это прежде всего вот это. Специфичная компания, которая всю жизнь производила мопеды в прямом смысле слова, которые даже в Индии выглядели убожеством на фоне вездесущих обтекаемых Honda. К слову, линейка TVS XL за 40 лет внешне практически не изменилась. С конца 80-х фабрика еще выпускала малокубатурные мотоциклы Suzuki для индийского рынка, и у TVS была своя невзрачная линейка 100-кубовых мотоциклов. Немцы пришли с затейливой схемой. BMW выпускает там свои G310R,
а под маркой TVS на этой же платформе спортбайк Акула для внутреннего индийского рынка, потом замененный на Apache RR 310. Стоит уточнить, что подавляющее количество мотоциклов в Индии — это 100 кубов, а 300 — премиум для энтузиастов. 300-кубовый спортбайк в Индии не банальный новичковый мотоцикл, а заветная мечта подростков. She's something special. There is nothing like her. Honda CBR. Just a dream. Но BMW зашли в чуть более премиальный сегмент, отбросив жирный сегмент тех, кто готов купить 200-ку, которые в Индии тоже довольно мощными считаются, при этом значительно дешевле. В итоге 310-ки ни от BMW, ни от TVS в Индии не очень популярны. Конечно, когда у тебя 1,5 миллиарда человек, чисто статистически продается вообще все, но мы тут привыкли сравнивать. Сама платформа была представлена в 2015 году, но в первой партии были дефекты двигателя, на исправление чего ушло много времени, и фактически продажи начались с 2017 года. За 5 лет до начала 2023 года BMW продала в Индии чуть меньше 20 тысяч мотоциклов, где 90% это разнообразные 300-ки, включая свежий RR. Это показатели Harley-Davidson в Индии, у которых нет моделей меньше 750 кубов. Такие же показатели Harley не устроили, поэтому марка фактически ушла с рынка. Для ориентира КТМ в Индии за год продает 50-60 тысяч штук, но львиная доля это 200-250 кубов. КТМ попала с этими линейками куда нужно. Что интересно, совсем малокубатурные модели на 125 кубов у КТМ продаются в штуках меньше, чем премиальные 390, хотя казалось бы, самый популярный сегмент в Индии. Royal Enfield в Индии продает в месяц тоже 50-60 тысяч штук, хотя у них меньше 350 кубов не бывает. Ну и для общей калибровки масштабов, Honda в Индии продает больше 10 тысяч двухколесных в день. Я к чему это все начал? Himalayan в Индии продается от 215 тысяч рупий, КТМ 250 Adventure от 240 тысяч рупий, 310 GS от 315 тысяч рупий и КТМ 390 Adventure от 334 тысяч рупий. То есть на домашнем рынке разница КТМ 390 и BMW 310 всего 10%. В Испании разницы фактически нет, в родной Германии BMW дешевле всего на 4,5%. Я знаю, что в России КТМ был дороже, но это чисто локальная история, обусловленная работой дилеров. В России на все новые BMW были аномально низкие цены относительно пропорций в других странах, плюс эта история с 5-летней гарантией. Во всем остальном мире гарантия на BMW 3 года, что для премиум марки даже мало, у Триумфа и Дукати по 4 года. Впрочем, сейчас это все не актуально. На вторичке среднее предложение похожее, но у BMW больше предложений по нижней границе, в том числе потому, что есть байки старее. Еще в той же Америке сейчас 390 подороже, но это связано с тем, что там продается только версия на спицах, которая примерно на 8% дороже, в Европе пока доступна и базовая версия на литье. При условии, что 310 GS и 390 Adventure стоят одинаково, что на большинстве рынков чистая правда, никакого смысла покупать BMW нет, он просто во всем хуже, чем КТМ. Тем более, с точки зрения путешествий, на гусенка нужно ставить и защиту рук, и розетку, которые у КТМ в стоке. Это тоже какие-никакие деньги. Есть еще Versys X, который годится примерно для тех же задач. В Европе он сейчас не продается, но в США стоит копейка в копейку с гусенком. Так у Versys мотор гораздо круче, плюс он двухцилиндровый сам по себе, эргономика для взрослого человека, приятная ветрозащита и туристический запас хода. Более того, за меньшую цену есть китайские 300-ки. Поверьте, многие лучше гусенка, за эту же цену можно купить и китайский среднекубатурник, и любой софт-эндуро, и практически любой 500-кубовый мотоцикл. Выбор-то на самом деле большой. Я привожу табличку с актуальными ценами в Испании. Взял только Испанию, потому что здесь больше выбор малокубатурных моделей, чем в той же Германии. Имея такой выбор, признайтесь, вы бы ни за что не выбрали 310 GS. И BMW об этом прекрасно знает, поэтому в официальных салонах в моем городе и соседних отродясь 310-е модели не стояли. Они тут никому не нужны, но на заказ отбитым фанатам привезут. Это пожалуйста.
Причем даже если китайцев отбраковать по поводу качества, хотя на них гарантия сейчас до 6 лет, уж качество и надежность CB500X явно лучше 310. На момент выпуска в 2015 году 310 был интересным. Когда он появился, не было ни 390 Adventure, ни версии CX, ни десятка неплохих китайских адвенчеров. По сути, из конкурентов на тот момент пару лет выпускался CB500X, но он в первом поколении был совсем дорожным. И одновременно с BMW был представлен Himalayan, очень популярный в Индии, но почти неизвестный в России и Европе. На тот момент гусенок имел некоторые уникальные преимущества, но потом появилось столько конкурентов в том же или меньшем бюджете, что 310 GS потерялся. Обновление модели могло бы все поменять, но за 8 лет появились только светодиодики. Чисто мое мнение, мотоцикл буквально застыл в 2015 году и на сегодняшний день не выдерживает конкуренции. Сравнивая с КТМ 390 и другими сегодня, главная проблема гусенка вовсе не в подвеске, отсутствии квикшифтера и каких-то электронных систем. У гусенка не хватает двигателя. Была бы у 310 GS соизмеримая мощность, был бы совсем другой разговор. Мало того, что 130 он не особо хочет ехать. Когда совсем равнина без встречного ветра едет, незаметный подъемчик сдувается и замедляется. 120 держать можно, но двигатель орет и общий уровень комфорта снижается. И если говорить о динамике, с BMW есть нюанс. Если взять мотоциклы на 35-40 сил, версии CX, Zontes 310 и 350, не говоря уже про КТМ 390, они все бодрее в любых условиях. 310 GS, по ощущениям динамики, кроме некоторых ситуаций, едет на уровне с мотоциклами мощностью 25-30 сил. Vogue 300, серия F300L, Benelli 251, Himalayan. Только у этих крейсерская скорость на 5-10 км в час ниже, а общая динамика очень похожа. Можно было бы сослаться, что мне попался какой-то бракованный гусь, но я когда пересдавал на испанские права, как раз ездил на 310R с тем же мотором. В Испании экзамен может сдаваться в том числе на магистрали, поэтому на учебном мотоцикле туда тоже обязательно таскают. Короче, 310R точно так же никакущий разгонялся на магистрали. Либо они все бракованные с завода, либо одно из двух. С версией X или КТМ 390 пропасть по динамике, про 500-кубовые мотоциклы вообще молчу. Давайте на графиках покажу, в чем прикол с движком BMW. Здесь нужны некоторые пояснения. Во-первых, KLX 300 и CRF 300L — это эндурчики на внедорожной резине. С такой резиной показания на несколько процентов ниже, чем на дорожной резине, мысленно можно эти волнишки немного приподнять. Во-вторых, KLX 300 здесь по той причине, что на Vogue 300 DS и 300 Rally ставится лицензированный двигатель от KLX с той же геометрией. Не совсем правильно сказать, что двигатель тот же, но показатели Vogue должны быть близки. Просто конкретно по Vogue никто замеры не делал. Еще на графиках обрезан фрагмент с низкими оборотами. Замеры делаются на последних передачах, и в таких условиях на малкубатурках сложно делать замеры внизу, до 3000 оборотов много неточностей, туда лучше не смотреть. Еще вас может смутить, почему на Royal Enfield такие жирные низы. Кстати, когда я говорю в этом ролике фразу «большинство малокубатурников», обычно имею в виду всех, кроме Himalayan, который просто с другой планеты. Настоящих длинноходных двигателей, где ход поршня больше его диаметра, в адвенчерах любых кубатур всего два. Линейка NC и Himalayan, только у Himalayan длинноходность сильнее выражена. Я вам больше скажу, из всех адвенчеров любых кубатур, выпущенных как минимум последние 10 лет, у Himalayan самый длинный ход поршня. Чтобы было понятно, о чем речь, у Харлеев и последователей двигатели длинноходные. Это характерная черта круизеров, практически не встречающаяся в других классах. И круизерный двигатель — это только вершина айсберга. Himalayan настолько выбивается из класса, что о нем стоит отдельно поговорить. Касательно аномального жира на Himalayan, это связано как раз с аномальным ходом поршня. За 4 такта двигатель Himalayan эффективнее перерабатывает воздушную топливную смесь в движении и сильнее толкает, отсюда и цифры. Например, на последней передаче Himalayan едет 120 км в час на 6000 оборотов, а остальные малокубатурки где-то на 9000. Versys вообще на 10 000 оборотов.
Минус длинноходной концепции: чтобы набрать обороты, поршню физически нужно пройти большее расстояние, чем короткоходному двигателю, поэтому реакция на ручку газа заторможенная и обороты набираются медленно, потолок у таких моторов ограничен. Для сравнения динамики, добавив влияние времени, линию Himalayan мысленно можно немного опустить. Обратная аномалия с Versys X. Показатели крутящего момента, мягко говоря, не выдающиеся, а я почему-то нахваливаю динамику. Связано это с тем, что у Versys X двухцилиндровые моторы, а все остальные, о ком я говорил, одноцилиндровые. У двухцилиндрового моторчика того же объема сами поршни меньше, легче и ход поршня коротенький. Расстояние почти в 2 раза короче, чем проходит поршень у Himalayan. За то же самое время Versys X набирает обороты сильно быстрее одноцилиндровых моделей и быстрее выходит на высокие показатели мощности. Если Himalayan это мотор в круизерном или дизельном стиле, то Versys X мотор в стиле спортбайков. Ну и маленьким поршнем заодно проще крутиться, поэтому пик мощности у Versys на 11500 оборотах. Честно говоря, мотор просто упирается в красную зону практически без потери момента. Если бы не физическая проблема подвисающих клапанов, он бы и дальше крутил, поэтому для представления динамики во времени мысленно линию Versys можно раза в 1,5 задрать. И еще стоит обратить внимание, что у BMW и KTM очень неровная полка, они просыпаются только наверху. Если у KTM просто типичная рваная полка, но тяга не снижается до самого конца, то у BMW мотор просыпается где-то на 6000 с копейками, достигает своего пика на 7500 оборотах и резко умирает, возвращаясь к невысокому значению, но держится так очень долго, что и вызывает подвох с мощностью. А теперь переходим к самому вкусному – графику мощности. Мысленно опять линии подвинули, как я предложил, и внимательно смотрим на чудо-график BMW. Причем в сети довольно много независимых тестов 310-го мотора, у них одинаковые черты. Во-первых, до 6000 оборотов не выдающаяся мощность, поэтому в городе 310 по динамике практически не отличается от маломощных моделей, особенно если они легче. Во-вторых, аномалия гусенка — это участок около 8000 оборотов. Это как раз обороты на трассе. Если честно, я же много езжу и анализирую разные мотоциклы, но никогда не встречал, чтобы на самом рабочем моменте не просто мощность медленно росла, а еще и падала. Поэтому на трассе, когда ты решаешь обогнать грузовик, мотоцикл просто тупит и теряет время. И второй момент, который меня озадачивает. Все 35-сильные мотоциклы нормально держат скорость около 130 км в час, а 310 даже на незаметном подъемчике скорость теряет. Поэтому пиковая мощность и максимальная скорость в буклетах вроде неплохие, но есть нюанс. Для BMW 100-110 км в час оптимальная комфортная скорость. Казалось бы, ну и отлично, если не ездить по магистралям, то и хорошо же, в горах так вообще вроде бы нормально, но нет. Я сам не фанат быстрой езды, обычно плетусь на магистралях в правом ряду, но даже для меня динамика 310 GS за гранью. На KTM 390 тоже, например, 130 некомфортно. Ехать-то он едет, по равнине и 150 жмет, просто и вибрациями достает, и ветром по шлему бьет, и таскает его из стороны в сторону за минивенами. В оптимальной скорости, с которой хочется ехать не 100 км, а 2000, например, разницы с гусенком не будет. Разница в том, что у BMW запаса нет, при этом провалы на ускорении. Обогнать грузовик, который едет 90-100, например, в легкую горку проблематично, потому что расстояния часто не хватает. Или другой пример. Едешь ты такой по трассе не спеша после дождя, впереди чуть медленнее фура. А после дождя за фурой ехать — это когда вокруг сухо, а ты в облаке грязной воды. Хочешь не хочешь, а обогнать нужно, даже если ты весь такой добропорядочный новичок, едущий в церковь. Нужно закладывать огромный запас по времени, и в критической ситуации особо деться некуда, потому что на обгоне ты и так уже скинул 1-2 передачи и едешь почти в красной зоне. Да и вообще больше половины времени едешь с выкрученной до упора ручкой газа. Вот чисто за счет этого запаса KTM или Versys X драматически лучше. В городе 310 GS тоже не лучший вариант. Точнее, для средних и небольших городов динамики достаточно, только диапазон передачек короткий и надо следить, чтобы на низких оборотах не заглох. У 310-го это характерная особенность, как на многих китайцах. Между светофорами нужно всю гамму передач вверх и вниз перещелкивать. В
плотном трафике тоже туда-сюда передачи дергаешь. Когда есть выбор, а он в этом бюджете есть, чисто для города, на мой взгляд, надо брать хотя бы 500-ку или дешевый скутер просто ради комфорта передвижения. В Москве, где более динамичное движение, еще и мощности хочется побольше, чтобы комфортно отрываться от потока. Не, если у вас годовой пробег 5000 километров, то оно еще и не так успевает раздражать, и можно на чем угодно ездить. Я говорю с точки зрения энтузиастов. Вторая проблема мотора, актуальная для большинства малокубатурников: на моторчик, коробку и сцепление идет постоянная нагрузка, а также из-за постоянной вибрации соединения протираются, разбалтываются. Особенно если мы говорим с точки зрения туризма. На трассовых легальных скоростях, я даже не говорю про магистрали, 310 ГС едет примерно на 8000 оборотах. Смотришь 10-летний 1200 мотоцикл, он как будто только обкатку прошел, потому что всю жизнь проработал на около холостых. Малокубатурники через пару лет как ведро. Например, тестовый КТМ через 2 года по ощущениям где-то компрессию подрастерял, причем я именно на этом же мотоцикле новом ездил примерно по тому же маршруту. BMW еще года нет, у него уже изредка сцепление на высоких оборотах пробусовывает и пластик дребезжит. Если собираетесь покупать БУ малокубатурник, имейте в виду, что он технически обычно в худшем состоянии, чем среднекубатурник в 2 раза старше. Вообще ресурс малокубатурных форсированных мотоциклов довольно небольшой, и с пробегом, скажем, 40 тысяч, это уже кот в мешке, у которого наверняка есть какие-то скрытые проблемки. Проверка клапанов у 310 раз в 20 тысяч километров, что для малокубатурников даже перебор. У КТМ 390 проверка раз в 15 тысяч, у Versys раз в 12 тысяч. Интервал замены масла у BMW тоже высоковат, раз в 10 тысяч километров. У малокубатурников замена масла оптимальна раз в 5-7 тысяч километров, на мой взгляд. Например, у Zontes 310 совпадают геометрия двигателя, объем масла и так далее, однако производитель рекомендует замену раз в 5000 километров, что более адекватно. 310 ГС, как и большинства конкурентов, на трассах работает на повышенных оборотах прямо перед красной зоной. Официальные цифры расхода не отображают этот режим и актуальны только в городской эксплуатации. Например, на 120 км в час BMW ест 4 литра с небольшим. Если при той же скорости встречный ветер, расход улетает выше 5 литров, что нормально для малокубатурников. У всех плюс-минус также, некоторые 300-ки и 6 на магистрали съедают. У 1200-х двухцилиндровых мотоциклов при езде с той же скоростью расход примерно тот же, если не ниже. Я это к тому, что бак на 11,5 литров у 310 ГС провал с точки зрения туризма. Через 200 километров на магистрали загорается лампа резерва, и дальше ищешь заправку с резервом километров 60. Другие производители это понимают, у всех малокубатурных адвенчеров баки минимум на 4 литра больше, что имеет значение. На BMW на заправку заезжаешь чаще, чем хотелось бы, а если куда-то в Азию лезть, без канистры совсем грустно. Добро пожаловать в семью BMW, где недостаточный объем бака – характерная черта базовых версий. Еще стоит поговорить о вибрации. У большинства малокубатурников вибрации на трассе зашкаливают. У 310 ГС вибрации тоже есть, но если ездить до 110, не сильно напрягают. А дальше сушит руки, несмотря на гигантские грузики руля. На том же уровне и у КТМ 390. Хотя в классе есть пара исключений. Например, у Zontes 350 почти нет вибраций на магистрали, чего не ждешь от китайца. И у Himalayan на руле их нет в магистральном режиме, хотя подножки потрескивают. Еще у Versys X вибрация мелкая, лично меня даже на магистральных скоростях не смущает. Главное, за те же деньги можно купить любой 500-кубовый кроссовер, который на голову комфортнее любой одностволки, только руку протяни. Еще пробежимся по комфорту. У 310 ГС вместо стекла обрубок. Предположу, что сделано это вот зачем. Если поставить высокое стекло, оно будет съедать и без того хилую динамику на трассе из-за увеличившегося лобового сопротивления. И я здесь выбор BMW одобряю. Сравнивая с КТМ, у 310-го стекло по итогу лучше. У КТМ оно чуть-чуть выше и с обратным изгибом сверху. Если на BMW тебя просто равномерно поток ветра накрывает, то на КТМ ветер направленно бьет в грудь головы и с порывами, подергивая шлем, что раздражает сильно больше. Причем ветрозащита — это комплексная штука. Мало того, что нужно сопротивляться ветру, из-за чего шея больше напряжена, все насекомые и дождь ваши, в холод грудь продувает, это понятно.
Но еще с такими стеклышками давит на уши шум ветра, усиливая звук надрывающегося мотора. Даже в берушах устаешь. Еще эти мотоциклы короткие и легкие, поэтому на трассе их швыряет порывами ветрами или завихрениями от фургонов. А 500-ки стоят столько же, где и ветрозащита в прямом смысле на голову лучше, и шум от мотора не напрягает, и ветром не так швыряет. Комплектация довольно бедная, ни защиты рук, ни розетки, ни квикшифтера, ни регулировок вилки, ни цветного экрана, ни наклонных АБС и трекшн-контроля. КТМ выгодно отличается. Единственное, где не скроили, спереди хоть и один диск, зато четырехпоршневый суппорт. Впрочем, у КТМ и Зондес то же самое, да даже у Бинелли ТРК 251 тоже четырехпоршневый стоит, что совсем забавно. Вообще у всех современных индийских 300-400 тормоза приличные, все бибри. В чем разница? У китайцев на дешевых тормозах модуляция невнятная, бибри в дешевом сегменте более-менее неплохие. Кстати, у 310 была отзывная кампания, связанная с коррозией тормозного суппорта. И у Himalayan была аналогичная отзывная кампания по коррозии суппорта. И у 390 Adventure была отзывная кампания в Индии, связанная с этими суппортами. Короче, покупайте качество от Brembo. Но если серьезно, хорошие тормоза у китайцев все еще хуже. Что нет розетки, не трагедия. Под приборкой выведены два проводка для подключения допов, розетка за 10 евро и 15 минут на установку, вот и вся проблема. Что экран монохромный, да тоже ни на что не влияет на таких простых мотоциклах, там нечего настраивать и смотреть, все нужное есть. У КТМ на экран можно выводить навигацию стрелочками, но это не заменяет нормальную карту, поэтому как преимущество не назову. У КТМ еще есть угловая АБС и угловой трекшн-контроль, чего у малокубатурников вообще не бывает. Для новичка очень приятная деталь. Что еще круто, у КТМ 390 есть квикшифтер. Но если что, на BMW можно поставить квикшифтер от Hilltech где-нибудь за 280 евро, а у КТМ эта опция за 250 евро. Эргономика у 310 GS, наверное, чуть-чуть лучше, чем у 390 Adventure, что для роста до 180 см будет заметно. С ростом выше 180 см все равно скукоженно сидишь. Целый день ехать неприятно с такой эргономикой, затекают колени, например, да и седло на троечку. У 390 бонусом плечи сильнее затекают, но там просто эргономика более заточена для езды в стойке, у BMW руль ближе, чем хотелось бы на грунте. Есть малокубатурники, у которых эргономика для высоких удобнее, но главное, любой 500-й кроссовер за те же деньги несравнимо комфортнее по посадке. Если ваш рост выше 180 см, ни в коем случае не смотрите ни на 310 GS, ни на 390 Adventure. Кстати, у 310R эргономика еще более скукоженная. Вот что интересно, я пытаюсь не мучить малокубатурники, выбираю маршруты помедленнее, закладываю поменьше времени в день на езду, но все равно от каждого малокубатурника устаю. Для меня хороший туристический мотоцикл — это когда в поездке ты ждешь, когда же сядешь на него и отдохнешь за рулем, а не когда преодолеваешь себя, находишь свой предел терпимости и вечером падаешь без сил. Так-то оно, конечно, можно, и я на каждом страдал примерно по 1000 километров, но если на литрах я спокойно готов месяц путешествовать, на малокубатурнике и 3 дня не хочется. Я к чему веду? Если вы рассматриваете мотоцикл как городской или для путешествий по асфальту, не надо покупать этих малышей, даже если у вас рост невысокий. Разницы ни с 500-ми, ни с 650-ками по высоте нет, и на асфальте разница в весе несущественная, привыкните за неделю. Другое дело бездорожные поездки. За счет того, что 310 GS где-то на 25-30 кг легче 500 и на 40-50 кг легче обычных среднекубатурников, плюс у 310 имеется подвеска. На грунтовках разница существенная. Точнее, когда вы имеете базовые навыки езды на тур-эндуро, кататься на 200-килограммовом мотоцикле и стать 70-килограммовым не так принципиально, если прям в жидкую грязюку не лезть.
Сама разница в весе, разумеется, ощущается, но 200 кг это такой вес, который еще легко подловить и не напрягает поднимать, как мотоцикл для путешествий воспринимается оптимальным. Но 310 ГС и прочие покупаются людьми, для которых это первый тур-эндуро с ненабитыми шишками. В этой ситуации будет проще. И даже легкие среднекубатурники типа Tenere или KTM 790 все равно ощущаются гораздо тяжелее. Но с другой стороны, Vogue 300 Rally за меньшие деньги весит еще почти на 20-ку меньше и представляет совсем другой уровень возможностей на бездорожье. А если брать самые популярные софт-эндуро VR 250R, CRF 250-300L или тот же KLX, они уже на 30-40 кг легче и совсем другой уровень возможностей на бездорожье, при этом стоят дешевле 310 ГС. Получается, нужно нащупать какой-то такой баланс, при котором будут проигрывать софты. С VR 250R, KLX и CRF довольно очевидно, а вот с Vogue 300 Rally нет. В чем прикол этого мотоцикла? На нем стоят менее длинноходные подвески, чем обычно у софт-эндуро, и подвеска настроена больше в стиле adventure байков. Она довольно жесткая и терпимо работает на асфальте. Не буду утверждать, что Vogue веселый на серпантинах, нет, конечно, но какой-то глобальной разницы в рулежке, скажем, с 800 ГС я не вижу. Плюс у Vogue сразу бак такой же, как у BMW, и неплохое раллийное стекло. Плюс это высокий мотоцикл с полноценной эндуро-эргономикой, на которой с высоким ростом нормально сидишь. Да, он выше по седлу, но с ростом от 175 см уже вполне комфортен. Я вам раньше об этом не рассказывал, потому что мы в тему софт-эндуро пока не лезли. Но трюк в том, что в эндуро и дорожных мотоциклах высоту по седлу некорректно сравнивать в лоб. Во-первых, параметр Rider Sec, он же проседание или провисание, разные. В норме дорожные мотоциклы с корректно настроенной подвеской должны просаживаться под ездоком сантиметра на 4. У спортивно ориентированных мотоциклов 3 см, чисто для трека можно и меньше. Эндуро под пилота просаживаются сантиметров на 10. Для эндуро мотоциклов, особенно когда производитель китаец без рекомендаций, существует золотое правило – проседание на 1/3 от хода подвески. Некоторые притягивают это правило и к кроссоверам, но на практике получается холодец. Так как любой кроссовер предназначен прежде всего для асфальта, оптимальная настройка там в районе 4 см. Предположу, что у 300 Rally проседание должно быть 7 см с копейками. Это минимум для софт-эндуро. Например, на свежих KTM 690 Enduro со схожими ходами подвесок рекомендуемое провисание 9 см. У некоторых софтов с теми же ходами рекомендуют выставлять диапазон вплоть до 10 см. Но из-за узкого профиля седла нужно меньше растопыривать ноги и достать до земли проще. Я бы Vogue по ощущениям сравнил с адвенчерами высотой по седлу 850 мм. Вот такая магия, поэтому не бойтесь эндуро мотоциклов. Плюс, с точки зрения обучения эндуро навыкам, Vogue лучше подходит не только из-за веса. Все-таки у 310 ГС эргономика не та, слишком большой угол в коленях, седло совсем другой формы и по мелочи. Со своими 188 сантиметрами я при всем желании не могу на гусенке сидеть в точке баланса над подножками, даже в туристических ботинках и эластичных наколенниках. Если надеть эндуро, боты и брейси, я в принципе на 310 смогу сидеть разве что на пассажирском сиденье. Причем особо ничего с этим и не сделаешь. Подножки изначально сдвинуты в самый-самый низ, фактически лапка тормоза является нижней точкой мотоцикла вровень с защитой картера, может даже чуть ниже. Если поставить какое-то раллийное седло, тогда руль будет сильно низко и доставать до земли даже высоким станет неудобно. Все-таки этот мотоцикл гармонично подходит только для невысоких. Если говорить про подвеску 310 ГС, она сильно проще и грубее, чем у KTM. Вилка вообще без регулировок, и дело даже не только в регулировках. Но знаете что? При таких динамике, весе и литых дисках это не имеет большого значения. Не было мест, где мне хотелось бы что-то поменять. Все-таки большую часть времени в горах едешь с полностью открытым газом, тормозами пользуешься редко. У 310 ГС может чуть-чуть жестче настроено, что заметно на каких-то стыках, но ни на что не влияет. На грунте плюс-минус одинаковый, можно фигачить смело по любым грунтовкам до некоторого предела, когда диапазона у подвески перестают хватать. То надо нестись по разбитой дороге, вот там можно что-то поймать. Короче, я не могу поругать подвеску, вполне сбалансированная, меня все устраивает. Да и это тот случай, когда опытный ездок может компенсировать недостатки подвески тела. Другое дело, что на 310-ке не ездят люди, которые обладают навыками эндуро.
Из-за того, что мод легкий, он нормально едет и на литье. Если не заниматься прям жестью и не слушать любителей снижать давление в любой непонятной ситуации, ничего с вашими колесами не случится даже при езде по камням. В этом разница с 240-килограммовыми монстрами, у которых литье страдает запросто. У КТМ с 23 года появилась версия на спицах, однако стоит она на 500 евро дороже литой версии, и я не уверен, что она того стоит. Раньше у КТМ были как опция спецованные диски, но я сейчас посмотрел все БУ предложения в Испании и Германии, 0 предложений на спицах, они все на литье. Опять же, если человек задумывается о необходимости спиц, ему нужен Vogue 300 Rally или копить на 690 Enduro. Если же оставить мотоцикл как есть, у гусенка по проходимости все отлично, можно и на рыбалку ездить, вес решает. У мотоцикла огроменный дорожный просвет. В интернетах пишут 220 мм, я намерил аж 240, причем до защиты картера. Подвески уже не такие дорожные, как на 500-ках, поэтому по какой-то каменистой тропинке ехать на гусенке сильно лучше. Редкий случай, когда я жалел, что на BMW не стояла какая-нибудь резина с зацепом. По пыльным дорожкам хватает, но по рыхлому снегу или глине самой собой не проедет, а так заехать можно куда угодно без шансов уронить. Сейчас будет супер важный кусок о тех нишах, где мотоцикл действительно хорош. Что на 310 GS, что на 390 Adventure, есть такое детское удовольствие, на них хочется ездить по тропинкам в режиме исследования. Попробую объяснить. Когда едешь на софт-эндуро по несложному лесочку, понимаешь, что это машина, у которой огромные возможности, а ты ерундой страдаешь. Есть некоторое чувство стыда, что не пытаешься дубасить, для чего эта техника создана, поэтому напяливаешь боты, брейсы, ошейник, провоцирует на другое. Ну и плюс любой эндуро, даже софт, это узкоспециализированный аппарат, в который плохо и на трассе, и в городе. Когда едешь на большом адвенчере, во-первых, контролируешь себя, чтобы не допускать ошибок, ну и постоянно анализируешь ситуацию, чтобы случайно не въехать туда, откуда придется мучительно выковыривать мотоцикл. Причем я не говорю поднять мотоцикл, а даже просто если уперся в узком пространстве на спуске, этого слона как-то надо затаскивать назад. А на 310 GS именно в режиме исследования катаешься. Интересно, а что вот там есть или вот там что? Без мыслей, что надо отрабатывать навыки и зачем-то следить. Не, просто с любопытством катаешься. Ощущение похоже на фильмы, где школота после уроков на велосипедах катается, находит какую-нибудь пещеру и вот это все. Идеальный сценарий использования 310 GS с такими же новичками-обладателями малокубатурников: съездить посмотреть заброшку, погонять по песчаному карьеру, съездить на дачу или в небольшое путешествие на пару дней, где не надо пилить по магистрали от рассвета до заката. Если раз в час останавливаться и ехать не быстрее 110, сойдет. В компании с более кубатурными ребятами тяжело ездить, и комфорт не тот, и главной динамики не хватает, чтобы успевать за остальными даже на легальных скоростях. Тут еще одна разница с КТМ 390. На нем со среднекубатурными друзьями будешь сильно уставать, но не ударишь в грязь лицом, держась в общем ритме. А уж на бездорожье бодрее начинающих на тяжелых турэндуро будешь ехать 100%. Как первый мотоцикл, если и брать, то только если есть безудержное желание съезжать с асфальта куда-то, где на тяжелом мотоцикле страшно. А вот пересаживаться на такую 300-ку после среднекубатурного турэндуро из-за веса глупо, лучше идти в сторону эндуро или КТМ 690, где прогрессировать навыки будут несравнимо быстрее. Еще оптимальный сценарий – жить в пригороде и каждый день ездить на работу через грунтовые участки или разбитые дороги, когда вроде серьезное эндуро не нужно, но после дождей легкий вес позволит не падать на глине. Правда, по разбитым дорогам 390 едет более комфортно, у 310 подвеска грубовата, хотя, конечно, гораздо лучше, чем у обычных дорожников и 500-х кроссоверов. Ну и еще одна категория – хрупкие девушки, которым действительно тяжело обращаться с мотоциклом хотя бы 200 кг, но нужен более-менее универсальный туристический мотоцикл без сильного уклона в эндуро. Есть мотоциклы ниже по седлу, но для поездки по условной Средней Азии, где нужна всеядная подвеска, 310 GS – хороший вариант, если по какой-то причине не устраивает 390 Adventure и бюджет ограничен. И немного про Европу. В большинстве стран Европы эти мотоциклы практически не продаются. Дело вот в чем. Без категории А в Европе можно ездить с автомобильными правами на 125-кубовом мотоцикле или скутере, с которых все и начинают в Южной Европе.
И уж когда человек решился сдать на полноценные мотоправа, логично хотя бы 500-ку выбрать по той же цене или чуть-чуть дороже, на которой будешь чувствовать себя человеком и можно путешествовать. Еще такая техника неплохо подходит для островов. Есть малокубатурники, которые продаются в Испании только на Канарских островах, а на материке их даже заказать нельзя. 250-е модели в европейские страны не поставляются вообще. В качестве исключения разве что Греция, где есть много островов, и аренда. Там 250-ки прижились, но вообще-то этот класс направлен на Азию и Латинскую Америку, где скорости ниже, денег у людей мало, люди невысокие,